было одно желание. У меня был такой образ, что я просто стою на обычной поляне, светит солнышко, и я просто с распростертыми руками стою с закрытыми глазами и вот просто впитываю вот это тепло солнца. И вот ощущение вот этой свободы, что тебе ничего не нужно, ничего искать, куда идти, ни о чем не переживать. И сейчас это состояние просто естественное твое состояние, привычное, как будто бы ты так всю жизнь жил, что так и должно быть. Привет, меня зовут Лариса, я из Саратова, мне 24 года, и я уже 8 месяцев занимаюсь в школе Гивина. Месяц назад я проснулась, что поменялось. Просто сместилось восприятие. Если раньше ты себя осознавал личностью, вот телом, что вот я Лариса, то сейчас произошел такой разворот, что я осознаю себя уже не телом, не умом, не вот этой личностью, не знаю, как сказать, сплошным восприятием, если можно так выразиться. Просто присутствую. Появился внутренний наблюдатель, который просто наблюдает всю вот эту игру, которую мы видим. Вообще, когда я пришла в школу, у меня не было цели пробуждения, и тем более там дальше, выхода из сансары. Я вообще об этом даже не знала как. Единственное, ради чего я пришла, я даже помню первое интервью, которое у меня брали на первом ретрите. Меня спросили, зачем ты пришла, ну с чем, что ты хочешь. И я сказала, что я хочу очиститься. Но сейчас я понимаю, что это и было, вот в это желание и входило и пробуждение, и дальше. Суть постоянное вот очищение или постоянное углубление, или постоянное расширение. Это все можно разными словами, но говорить об одном и том же. Потому что как раз до того, как я узнала о школе, мне было очень плохо, и в какой-то момент мне было настолько невыносимо, что я просто взмолилась и попросила, чтобы мне хотя бы показали, что со мной происходит, подсказали. На следующий день я узнала в этой школе, было видео на ютубе, интервью с Сашей Ларионовой, и посмотрев это видео, у меня прям такое осознание произошло. Я прям увидела всю свою жизнь, вот эти ключевые моменты в моей жизни, куда они меня вели, и что они были нужны мне. Именно таким способом. Я прям увидела, что по-другому я бы не поняла. То есть мне нужны были эти все страдания, все эти срывы, стрессы, что по-другому никак. Я бы просто к этому никогда бы не пришла. Даже когда мне сказали, что я проснулась, я сама не знала, что это пробуждение, потому что, было ожидание большего, наверное. Что я проснусь, и я буду ощущать всех людей, буду через них там слышать, видеть, как-то воспринимать как-то глубже, не знаю, такое ощущение. Как вот бывает в фильмах, знаешь, там, Люси, например, фильм, да, где
ты просто замирает персонаж, и так вокруг него все происходит, а он такой просто стоит, смотрит, и такой, ну, по ощущениям так классно. Вот я думала, что будет так же, но как-то это произошло плавно и постепенно, что как бы сама даже не поняла, наверное, того, что это и есть пробуждение. Но, конечно, было заметно, что что-то поменялось, причем конкретно. Просто такое ощущение, что ты всю жизнь что-то ждешь, просто ожидаешь, что вот-вот начнется жизнь, вот что вот сдам экзамены, закрою сессию, начну жить. После института, все, закончу институт, начну жить. Но в таком постоянном ожидании как будто находишься, и у меня вот такое было постоянное ожидание. Вот тебе некомфортно, не устраивает то, как сейчас будет, ну, да, как ты себя ощущаешь, что ничего не происходит в жизни. Хочется каких-то ощущений, какого-то переживания жизни, драйва, там, не знаю. Но это все только копится, и так было у меня, как снежный ком просто. И в какой-то момент моя нервная система не выдержала. И я помню этот момент, когда я выхожу из здания, открываю дверь, и напротив был лес, мини-лес. И он был настолько зеленый, яркий, какой-то объемный. Было необычно. То есть просто ты выходишь, и у тебя как будто глаза так раскрываются, и такой вау. Все люди, ну, предметы, вот появился такой объем, как будто бы. Я тоже раньше не понимала, когда многие говорили, там, вот, предметы объемными становятся. А сейчас я понимаю, как это как будто бы вот каждый предмет, он как будто бы как-то выходит на передний план, что ли. Но при этом ты видишь все, что происходит вокруг. Уходит вот эта оценка, анализ предметов, ты просто видишь его. И вот какой он есть, вот такой он прекрасный, тебе нравится. И я смотрела там на наши облезлые дома, на мусорные контейнеры эти. В общем, мне нравилось все, машины, вот особенно машины, они как-то игрушечные были, что ли. Ты никогда не находишься в настоящем моменте, тебе не нравится то, что происходит. Вот это, наверное, главная проблема. Мы постоянно бежим от того, что происходит. А только это и существует, вот то, что сейчас происходит. И счастье, оно здесь, оно в глубине настоящего момента. Но когда ты находишься в настоящем моменте, то все начинает оживать. Я говорю, я вижу, как я говорю. Я вот вижу, как бабочка летает. Ощущаю, как я сижу на камне, как дует ветер, как будто вот через меня все это протекает. И такой покой, о котором, наверное, я всю жизнь мечтала. Потому что до практики вся моя жизнь, наверное, если ее можно описать, то это были постоянные страдания. Ну, больше внутренние, не скажу, что на внешнем это как-то отражалось. Но внутреннее мне было, конечно. Вообще, что такое пробуждение? Это ты чуть глубже находишься в настоящем моменте. А настоящий момент, он есть у каждого. Вот то, что сейчас происходит. И как мы его воспринимаем. Если раньше, как я уже говорила, да, вот я могу сидеть на камне, просто говорить, и вот быть вся в этой болтовне, там, то это вот маленький угол обзора, так скажем, того, что происходит, то сейчас твой угол обзора чуть расширился, но ты также не видишь картину целиком. То есть нельзя сказать, что вот я это и тра-та-та.
что я это там восприятие, что я это все. Может быть, это тоже иллюзия. Потому что, чтобы увидеть картину целиком, до этого еще нужно дойти. А если у тебя там чуть расширился угол обзора, ну и что? Это вообще практически ничего не значит. Но мы можем заметить, что когда мы находимся вот здесь и сейчас, когда мы просто, когда замолкает наш ум, когда мы ничего не ждем, то все хорошо. Но когда ты еще глубже в настоящем моменте, то тебе еще лучше. Ну и появилась глубина. Какая глубина? И суть в постоянном углублении, в постоянном утоншении восприятия. То есть вот этот угол обзора постоянно расширять. И ты ощущаешь эту жизнь. Ты ее начинаешь ощущать по-настоящему, не думать о ней, не размышлять, не гнаться, не ездить куда-то за ней, что вот там я найду в отпуске, на море или еще где-то. И появляется интерес того, что дальше. Даже не то чтобы интерес, а действительно как твоя потребность становится. Тебе вот хочется в эту глубину идти. Мы все хотим быть счастливыми. Мы просыпаемся ради этого. Куда-то едем за этим, за какими-то ощущениями, за тем, что нас наполняет. Мы ищем это во всем. Что может нас наполнить? А наполнить для чего? Чтобы мы были счастливыми. Но мало кто сейчас действительно, посмотрев внутрь себя, может сказать, что он по-настоящему счастлив. Если так по-честному. Что нам мешает вообще быть счастливым? Хороший вопрос. Это тебе вопрос. Но счастье нигде не найдешь вовне его нету. Но все равно какими-то вещами извне стремимся наполниться внутренне. То есть мы ждем от внешнего наполнения внутреннего. Жизнь очень мудрая, она делает все как надо, все правильно, все на своем месте. Когда ты это видишь, что все на самом деле для тебя, здесь все только для тебя происходит. Но не просто, чтобы ты кайфовал, а чтобы ты развивался, но при этом испытывая вообще весь спектр ощущений, эмоций. В этом и есть жизнь, ты ее ощущаешь, ты ей наполняешься. Ты все равно ничего не можешь изменить. Ты можешь просто проживать. Ты можешь просто благодарить за это. Вообще за все, что с тобой происходит. Просто видишь за всеми этими формами жизнь, которая с тобой взаимодействует, которая что-то от тебя хочет. И ты начинаешь видеть, что конкретно. Жизнь хочет от нас постоянного развития. Чтобы мы развивались, чтобы мы не стояли на месте. Здесь нет ничего статичного. И даже если маленький ребенок скажет, что он никогда не вырастет, потому что он не хочет,
все равно вырастет. Ты просто начинаешь смотреть на мир с позиции «я ничего не знаю об этом». На все предметы ты на самом деле их не знаешь. Мы же ничего не знаем о жизни, ничего не знаем о себе. Наш ум всему дает свои названия. Когда ты убираешь вот этот анализ, оценку, то ты просто все это сливается в одно. В этом и есть смысл нашей жизни. Мы не приходим сюда просто родиться, отучиться, отработать и умереть. Каждый знает, что не в этом смысл. Суть в развитии вообще, в нашем развитии. Мы здесь только за этим. Если ты зависаешь на каком-то этапе, то тебя просто начинает подталкивать в сторону выхода. Подталкивают, как правило, не плюшками, а ремешочком. Многие сейчас гоняются за этим пробуждением. Но для чего оно тебе нужно? Чтобы что? Но сейчас такое время, что люди пробуждаются и без практик, сами собой. Но вопрос в том, идут ли они дальше. Если у тебя нет цели, то все практики, они просто не будут работать. Цель, конечно, ставит учитель, потому что ум просто не может воспринять эту цель. Мы не можем знать, что такое выйти из сансары. Умом это вообще никак не представить. Нельзя представить, что такое пробуждение даже, просветление, еще что-то. Такие вещи, они просто познаются практически, на собственном опыте. И учитель не просто ставит цель, но он помогает воспринять тебе вот это состояние. Потому что это состояние, это не размышление об этом. Просто транслирует это состояние. И насколько ты тихий, насколько ты открыт миру, просто открыт, настолько ты можешь воспринять то, что транслирует учитель. Все эти знания могут перетечь тебе. Потому что нет никакого разделения между нами, вообще людьми. Мы все одно. Суть в том, чтобы просто увидеть реальность такой, какая она есть. Все, без всяких там пробуждений, просветлений, полной реализации, еще чего-то. Просто на собственном опыте увидеть, что вообще на самом деле происходит, кто ты, что такое вообще мир, что вообще настоящее, что вообще реально. В школе действительно большой рост. Прошло 8 месяцев, но по ощущениям просто очень много времени прошло. Даже такое ощущение, что несколько жизней. Хочется просто пожелать всем быть честными с самими собой. Просто посмотреть внутрь себя и задать один вопрос. Я по-настоящему счастлива? Я вообще знаю, что такое жизнь? Я все еще сижу на камне. Но такое ощущение, что я растворилась. Может быть, я уже вышла из колеса сансары?